Это наконец-то свершилось. Квартира в Пике готова. Целый год мы делали здесь ремонт за недорого. Мы стараемся влезть в 1 000 000 рублей. Сколько было проблем. Все окна под замену. Здесь прям гудит. Экономные ремонты, одни проблемы. Сколько было переделок. Делай, что хочешь. Я уже деньги трачу. Это же надо было в бюджет вот этот вот вместиться. Это невероятно. Дешевле, чем сделал я, сделать невозможно. В общем, эту квартиру я уже сдал своим друзьям. Они уже там живут. И мы вот сейчас буквально нас пустили тут на 2 дня, чтобы просто снять обзор этой квартиры. Смотри, прикол. Вот там домофон. Это дверь. У меня нет никаких ключей, ничего. Дверь сейчас закрыта. Он меня распознает, Face ID, говорит, дверь открыта, и открывается дверь. Это ли не чудо? Вообще в самых дорогих ЖК такого нет. Погнали. Я, кстати, здесь, когда квартиру эту покупал, мне устроили просмотр. Здесь еще ничего не было, здесь сидел охранник, и мы с ним чуть не подрались с этим охранником. Никому вообще в Пике не делают просмотр. Ну, я там договорился, мне сделали вот просмотр на стройке. Мы идем, значит, с представителями Пика, вот по этому коридору. Какой-то охранник сзади кричит: куда пошел, нахуй? Я такой говорю, о чем мы так дерзко разговариваем? Короче, у нас такая словесная перепалка пошла. И чувак просто говорит: пойдем выйдем. Прикиньте, ты идешь покупать квартиру, а тебе охранник говорит: пойдем выйдем. Я просто охерел, если честно, никогда в жизни не покупал квартиру с таким стрессом. Там все представители Пика просто в шоке стояли. Ну, вот такая история. Эту квартиру я вообще покупал, ну, непонятно зачем. И мы ее решили сдать в аренду. И делали вот этот вот ремонт под аренду с минимальным чеком, чтобы были минимальные вложения, но чтобы квартира выглядела прям очень круто. Я просто хочу, чтобы, ну вот в мире, в Москве, в России появилось побольше квартир с хорошим ремонтом. Подожди, ну-ка, надо... Дверь открыта, видел? Я вот хочу купить еще несколько квартир здесь в доме, чтобы сдавать их своим сотрудникам под аренду. И давайте посмотрим, как выглядит моя квартира. Привет, привет. Проходите, пожалуйста. Дизайн в этой квартире делала Аленка, поэтому она вам и будет рассказывать. Все расскажу, да. Ну, мы начнем с холла, да? Давай, с прихожей. У нас просто есть, наверное, ограниченное какое-то пространство. Вот, оно на самом деле небольшое, и мне не хотелось здесь ставить шкаф. Я захотела сделать здесь мебель от Боки. Здесь есть прекрасный пуф. Я беременна, если вы не заметили, вот, уже скоро рожать. Возможно, когда выйдет выпуск, уже будет лялька. Вышел выпуск, и лялька уже есть. Мы принимаем поздравления, лялечка у нас родилась. Мне удобно здесь сидеть, здесь очень мягонькая. Такой матрасик мягонький. Вот. Здесь у нас можно положить ключи, в общем, рюкзаки, кому как удобно. И самое главное, что здесь можно хранить внизу обувь. Вот, и визуально у нас не будет шума. В общем, это удобно, этого всегда не хватает, куда деть всякую мелочь. Здесь еще вообще была планировка неплохая у Пика. И здесь вот этот вот закуток, он предполагался как какой-то гардероб. И мы его сделали открытым, потому что здесь маленькое пространство. Если бы мы еще открывали двери, они бы упирались прямо в человека, было бы плохо. Выключаем эту подсветку, вот я выключаю. Когда мы зашли из прихожей, если не включен там свет, вообще ничего не видно. Погнали дальше. Посмотрите, как клево смотрится зеркало. Вот я почему хотела его сюда поставить, потому что открывается как бы пространство, у нас получается больше воздуха. То есть, когда мы стоим там, смотрим на себя, у нас кажется визуально, что квартира еще больше. Ну, пойдем в гостиную-то будем показывать? Да. Давай. Из планировки. Что поменялось? Мы убрали стену. Здесь была большая стена. Смотри, ты когда долбанешь, ты отходи. Сколько она весит? Я ее даже не подниму. Давай попробуем. Что я подписалась вообще? Вообще это капец. Давай. Представляете, Пик взял зачем-то, поставил вот здесь вот стену. Для чего? Ну, то есть, если бы мы оставили эту стену, у нас бы просто не влез стол. Да нет, она, наверное, была сделана, чтобы как бы отзонировать кухню от гостиной. Но опять же,
Мы сейчас с Мишей живем сами в такой квартире, где кухня с гостиной объединена, и нам кажется это логично, появляется больше места и вообще больше воздуха, опять больше пространства. В общем, стену убрали, у нас получилась офигенная кухня угловая, со столом, все влезло, действительно все есть. Вообще мы все старались сделать здесь там недорогое, но хорошее, очень прикольное, потому что я говно тоже не люблю. Очень крутой ковер, невероятный ковер, стоит 3000 рублей, а? Я оставлю у себя в смете в телеграм-канале. Переходите, смотрите, что за ковер. Всего 3000 рублей, и он просто, ну, невероятный. Таких цен не видел вообще. Диван у нас это... Конечно же, Бока. Бока Фу-5, мой самый любимый диван. Он как арт-объект в этом интерьере. Очень красивый и супер удобный. У нас здесь живут ребята, и они от него в восторге. Им очень нравится диван, он реально комфортный. И ткань, кстати, у этого дивана одна из моих любимых. Я после этого дивана поставила нам домой такой же. Я бы вот отдельно отметил окно, потому что одна из вот самых крутых вещей здесь это вот эти вот жалюзи и окно. Здесь было просто белое окно, и мы его отдекорировали. Во-первых, мы его покрасили, у нас же есть видео вообще, как мы его красили. Ну, очень важно об этом сказать, что это не черный цвет. Вот. Это темно-серый цвет. Темно-серый, да. Мы его сначала покрасили, а причем покрасили классно. Оно вот если прям вот даже поковырять его, то оно не сдирается. Очень хорошо выглядит. Почему я акцентирую внимание на окнах? Потому что это окно, оно вот бросается в глаза, как только ты заходишь в это помещение. Только зашел, и видно сразу вот это вот большое, здоровенное окно. Пик, кстати, постарался сделать хорошие окна, большие, только они пластиковые. Вот чем отличается дорогой интерьер от дешевого? В дешевом белые пластиковые окна, а в дорогом черные алюминиевые окна. Тут мы немножко миксанули, просто пластиковые окна покрасили в черные, и они на вид в итоге стали практически алюминиевыми окнами. Очень дорого смотрится, ну просто как круто. Советую всем, вот я бы в любой квартире красил окна в черный, это точно. Я шторы, кстати, подбирала под цвет стен. Ну, на самом деле образцов было много, и диваны, полы и так далее. Вообще бежевые интерьеры, вот эти монохромные, очень сложно выбирать. А когда у тебя белый интерьер, все подойдет к твоим стенам. Они же белые. Ты что угодно поставил, они подойдут. Но если ты хочешь сделать монохром, у тебя все должно быть в одной гамме, в одном цвете. Шторы должны сочетаться с краской на стене. Потолок должен быть такой же. А это разные две краски, стена и потолок. Поэтому есть лайфхак. Все-таки сначала выбрать цвет кухни и текстиля, чтобы они друг с другом соединились. Потому что цвет стен вообще можно подобрать к ним. Это намного легче, чем подбирать, например, цвет дивана к цвету стен. Это вообще супер сложная задача. Вот я так делал. Сначала подберите цвет фасада в кухне. Если уже есть что-то готовое, например, вы используете ЛДСП, по-любому сначала надо взять цвет кухни и только потом подбирать уже цвет стен. С покраской стен у нас было капец сколько образцов заказано. Вот. Краска это, конечно же, Деруфа. Очень многие спрашивают про цвет. Да, все спрашивают про цвет. Это микс. Сейчас будет прикол. У нас нет реального цвета вот этого. Даже в Деруфе в итоге мы не смогли сделать. Мы в итоге сделали, как я вот здесь выкрашивал. Мы смешали две банки в одну. Получился тот, что нужно. И он идеально, этот цвет подходит вот к этому ЛДСП Тегер. У меня в телеграм-канале будет смета. Там все будет, вы там посмотрите, что там, куда, откуда, какой цвет. Вот, и посмотрите, какой невероятно крутой потолок. Мы же покрасили потолок. Это натяжной потолок. Это натяжной потолок, который мы покрасили обычной краской. Здесь вот эти вот все теневые зазоры. Красивые, Это очень круто. Сделала нам компания Идея этот потолок. Тут вот, наверное, стоит еще очень заострить внимание на маленьком кругляшке на потолке. Этот маленький кругляшок – это скрытая вытяжка. Вообще в гостиных, вот таких в кухнях-гостинах, обычно их закрывают вытяжным колпаком. То есть там над варочной поверхности ставится вот такая электрическая вытяжка, и она там что-то сосет. Проблема в том, что когда вы так вот трубу перекрываете, у вас теперь нет естественной вытяжки. Вентиляция в комнате работает только если у вас есть и приточка, и вытяжка. Тогда работает полный цикл вентиляции. Но вы всегда же их закрываете. Что мы сделали? Мы сделали ответвление от вентиляции, такое колено
и поставили на него клапан. Когда вытяжка электрическая работает, она дует, все всасывает и не выдувает в наше вот это вот отверстие. Но когда она выключена, клапан открыт, и естественная вентиляция работает. Это очень важно. Прям я стараюсь везде постоянно об этом говорить. Очень важно оставить вентиляцию и вытяжку в гостиной. Не забывайте об этом, обязательно оставляйте. Вообще я обещал сделать эту кухню за 300 тысяч рублей. И обещал вам рассказать, как делать кухню за 300 тысяч рублей. Кухня будет в районе 250-300 тысяч рублей. Я немножко попался с этой кухней. Она у меня не получилась на 300. Но пока я делал это видео и вот вообще сюда все вот это покупал, у меня родилась идея, как сделать все-таки за 300 тысяч. И мы сейчас готовим видео про кухни, как все-таки сделать кухню даже не за 300 тысяч, а за 100 тысяч рублей. Как сделать недорогую кухню очень красивой. Скоро будет видео, поэтому ждите. А вот это что за лампа? А это Алиэкспресс. Цена вопроса 20 тысяч рублей. По свету у нас вот тут вот стоят вот такие вот две большие таблетки, но ими практически не пользуются, Да, в основном декоративный потому свет. что у нас есть вот этот цвет, этот цвет, и у нас еще есть светильник, вот этот светится, и еще и кухня подсвеченная, поэтому в целом нет смысла там включать свет. Здесь есть и светильники, которые мы покупали на маркетплейсе, там цена каждому 100 рублей. У нас вообще квартира 88 квадратных метров, и здесь 3 спальни. Пойдемте в основную спальню сходим. Пойдем. Моя любовь тоже красивая. Это кровать, моя самая любимая, это Boca Airblade. Эта кровать выиграла Red Dot, и мы тут съездили же на вручение премии Red Dot в Сингапур. Уже монтируем видео об этом событии, очень крутая штука. Блин, это очень красивая кровать, и она, конечно, достойна всех наград в мире. Просто невероятно красивая, порхает просто. И к этой кровати, кстати, очень круто подходит вот эта наша полка Бока Ботти. Она прям туда внутрь встает. То есть кровать не стоит на ней, она даже не прикасается к полке, просто полка внутрь туда заходит, и на нее можно ставить всякую дребедень. И вот задняя стенка декоративная. Тут стоял вопрос сделать бюджетнее. Вот, и мы сделали вот такую вот бюджетную историю. Красиво, с подсветкой. Обычные ЛДСП панели. Вообще там в дизайне Аленка рисовала шпон, но шпон сильно дороже. Поэтому мы сделали ЛДСП панели. Цвет этих ЛДСП панелей мы тоже оставим. Ссылки в большом посте в Телеграме, там все будет. Шкаф это тоже маркетплейс. Стоил, блин, сколько? Что-то 30 тысяч рублей из этой 30 серии. тысяч рублей стоил Да, шкаф, и он дорогой. прекрасно вообще сюда зашел. А вот здесь, получается, у нас был простеночек, и мы отдельно заказали ЛДСПшку, и получилось как будто Там была у нас дырка. дырка была. Из-за того, что тупика здесь, несущие стены идут, она где-то вот здесь заканчивается, несущая стена. Там была дырка большая. Мы просто дозаказали вот эту вот панель накладную, его просто сверху наложили и все закрыли. Получился как будто бы огромный шкаф. Двери офигенные, их прям приятно Блин, трогать. двери мы купили очень дорогие. Очень дорого. Одна дверь стоит 50 тысяч рублей. Это очень дорогие двери, но зато они звукоизоляционные, прям хорошо сделаны. У нас вообще не получилось нифига сделать такую квартиру, как под флиппинг, да, как делает Арина. Поэтому у нас и там и двери не за 5 тысяч, а за 50 тысяч. И кухня не за 300 тысяч, а за 700. Так уж получилось. Зато это реально приятные, крутые штуки. Вот мы туда поселили своих друзей, и они, реально кайфуют от этой квартиры, потому что квартира крутой получилась. Нигде там не экономили. Старались не экономить. Да, но можно, кстати, сделать двери еще и под покраску. Это будет более выгоднее вариант, но это тоже супер. А здесь у нас еще одна небольшая спальня. Здесь живет отец семейства. Здесь он отдыхает от всех, потому что ребенок маленький кричит по ночам. Это у нас тоже кровать Airblade. Это такая компактная версия кровати Airblade. Она, во-первых, это на 140, она такая довольно узкая, 140 кровать. И еще и изголовье очень тонкое. У кровати Airblade есть 3 изголовья на 400, 250 и 9
сантиметров. Вот здесь 9 сантиметров изголовья, она супер компактная, маленькая, и прям в самую маленькую комнату встала. Прекрасно. Покажем ванну. Да, давай, но там тоже все вышло из-под концепции того, чего я хотела. Все прекрасно. Никакие грязные работы здесь не проводились. Здесь плитка обычная пиковская. Мы ее просто затерли черной затиркой. Обязательно, кстати, затирка у нас здесь была двухкомпонентная. Это более дорогая затирка, но она со временем не потускнеет, не пожелтеет, не отвалится. Это очень прочная, реально крутая затирка, нежели какая-нибудь дешевая цементная, которая у тебя отвалится, у нее пятна будут, ее там, ну, она будет просто страшная. Здесь мы сделали, это на века затирка. Кажется, что ну, что там затирка? Затерли и все, и пошел домой. Но эта затирка позволит этой квартире просто там десятилетиями жить чистой и опрятной. Это очень важно. Внизу вот здесь вот у нас ванна. Это обычная пиковская ванна. Мы ее не меняли, но поставили вот такой вот экран. Как он делается? Это мы купили в Leroy Merlin. Это обыкновенные двери, цена 300 рублей. Плюс там есть направляющие. Там у нас направляющие, на которые они магнитами крепятся. Да, то есть можно снять спокойно, если нужно что-то помыть и так далее. Реально 3 копейки стоят. Вот. Вот это вот тумбочка. Это Leroy. Это как бы тоже а-ля Всё уходящая тоже, да, Ikea. Стиралка в итоге у нас встала вот сюда, вот под эту вот столешку. Да, да. Мы отдельно заказывали, просто столешку заказали и поставили ее. Зеркало тоже дешевое, простое, но с подсветкой теплой. Очень крутое зеркало, Да. ссылку на него тоже 12 оставим. тысяч рублей. Вот я А вот это покупала как 12 тебе тысяч. бестия вот эта здоровенная? Это у нас с термостатом красота, которая почему-то... Ребята говорят, что она там что-то начинает уже браковать. Вот. Короче, Аленка, я ее отговаривал. Отговаривал я тебя? Отговариваю. Отговаривал. Я Аленку отговаривал брать вот этот вот смеситель, потому что он слишком навороченный. Вот можно включить вот его. Видите, он Сверху на электрический камеру. какой-то. Короче говоря, это слишком навороченный какой-то смеситель. Здесь есть термостат, есть какие-то, ну, здесь экранчик. Вот здесь вот вообще это подмывайка. У нас единственное, что тут довольно далеко туалет. Вот здесь есть магнит, и она вот у него держится вот так вот. Ну, не знаю. Экранчик вот этот, уже половина экранчика не работает. Термостат пока, слава богу, работает. Пока ничего не протекло. Пока реально работает. В целом просто экранчик немножко Я его заплыл. тоже покупала на маркетплейсе, и он стоил хорошую цену. Сейчас он стоит 80 тысяч рублей. Вот. Так что сейчас уже это не хорошая цена. не актуалочка. И не актуально с учетом того, что он ломается. Кстати, про столешку. Когда мы проектируем ее, если у нас планируется снизу стиральная машинка, очень важно, чтобы доступ был в этот лоток, куда мы заливаем средства, потому что бывают делают больше столешку, и тогда нет возможности ее Ну, типа, чтобы она не Использовать нависала над стиралкой, да, я так понимаю. Да. Иначе она может вот так нависать, и ты уже не достанешь до нее. Пойдем в другой санузел. Он, если честно, мне вообще очень нравится. Вот этот? Да. Серьезно? Да. А вы помните, видосик был, где, или что мы снимали, хочешь со мной поспорить? Ну что здесь будет сохнуть вещи? С удовольствием, давай. Мы сделали голосование, оставлять душевую кабину здесь или нет. И как думаете, мы ее оставили или нет? Заходим. Мы ее убрали, и здесь у нас получилось место для сушилки, наконец-то. Сушилку можно куда-то поставить. Кстати говоря, наши друзья, которые заехали в эту квартиру, такие сначала говорят: ой, блин, а чё вы душевую-то убрали? Мы так привыкли, что у нас 2 душа, и это так классно. Блин, придется обратно ставить этот душ. То есть мы все выводы оставили, можно обратно поставить душ. Но у них родился ребенок. И ребенку, естественно, надо уже там стирать вещи каждый день. Когда у тебя, ну, чем больше у тебя семья, тем больше ты стираешь. И они раздули этот прикол, такие: ну не-не-не, нахер нам это душевая. Лучше пусть сушка стоит, потому что постоянно все что-то сушится, и вот, ну, классно. Лайк. Я, если честно, влюбился в белые смесители. Мне очень нравятся белые смесители. Да, мне теперь тоже хочется везде всегда использовать белые смесители, потому что они не маркие.
и на них не видно никаких осадков. В общем, это кайфовая штука. В следующем проекте обязательно сделаю только белое. Тут какая проблема есть? Вот есть обычные вот эти вот смесители, хромированные, но они страшные капец. Есть черные смесители, выглядят вроде сильно получше, но на них остается пятна, осадки, всякая примеси воды. Короче, ну, говна остается нормально на них. Есть еще из нержавейки смесители или там из алюминия шлифованного. Но эти смесители уже прямо на порядок дороже. На маркетплейсах таких смесителей нету. Я бы ставил их. Ну и мы у себя в проектах ставим их. Но они очень дорогие. И вот вишенка на торте – белые смесители. Белый смеситель продается на маркетплейсе в дешевых линейках. Стоит 5-7 тысяч там, рублей. Но он прекрасный, у него нет проблем, он красивый, поэтому его и советую ставить в недорогие ремонты, хорошая цена-качество. Кстати, у Пика вот здесь вот что-то за фигня у них здесь. Панели белые были. Да, мы их обычные заменили, белые да. панели, и вот эти штучки, это тоже пиковская, то есть туда должен быть доступ к трубам. Мы просто, да, это здесь вот стояки стоят, и мы просто заменили эту белую беспонтовую панель на нормальную вот. Вообще это все это видео, Пик, сделайте уже нормально. Все, что мы тут заменили, это вам надо На ус намотать. на своем просто стандартном проекте заменить и сделать вот как надо. У нас осталась одна комната, в которой мы вообще ничего не делали. То есть мы ее оставили для того, чтобы тот, кто сюда заедет, уже сам там И открывает. в итоге, Да-да-да-да-да, тук-тук. Мы заходим. Здесь у ребят офис небольшой. это единственная комната, в которой мы вообще не делали ремонт. Ничего. Ничего не делали. Вообще, это правда. Почему мы, кстати, расскажи, почему мы не делали ничего здесь? Потому что Миша сказал, ничего не делаем, экономим. Ладно. Я не так сказал. У нас тут сейчас семейные разборки пошли. Я сказал, что непонятно, как люди будут использовать эту комнату. Это будет детская, вторая детская, кабинет или что. Ну, мы же не знали, кто Но у меня будет. возникала мысль, на самом деле, просто покрасить здесь стены. То есть мне хотелось все равно привести в порядок, потому что если мы посмотрим вон туда, в холл, да, вот этот красивый свет, который мы выбрали, цвет, и потом посмотрим на вот эти белые стены, как будто бы вот... Как будто Не бы вот знаю. здесь не хватает жизни. Я специально хотел, чтобы здесь арендаторы сделали под себя. И они сделали себе кабинет. Реально здесь уместилось 2 столика. Здесь вот они притащили какую-то прикольную вот такую тумбу красивую. И здесь еще встала вот эта вот тумба. Просто вот эта тумба приезжала в гостиную, она не подошла по цвету, и она вот встала сюда. Как отличаются просто белые стены, белый потолок и вот покрашенные в наш крутейший свет белые стены и потолок. На видео сложно, не видно. Но в жизни все, кто заходит, говорят, вот это намного круче. Вот эти стены и потолки намного круче. Но белый цвет, почему я белый оставил? Потому что к белому намного проще подобрать мебель. Да, То есть сюда легко встает вот это вот прям деревянного, такого вот желтого деревянного цвета тумба на белый. На бежевый вот этот вот не так хорошо встает. Но у них прям получилось кайф. Мне очень нравится. Смотри, вот тут я бы здесь... Ну, я бы тут сидел. Прикинь, у нас тут кабинет такой. Слушай, да, комфортно. Комфортно, хорошо. В общем, ребятки, обзор подошел к концу. Всю смету на все, что есть, цвета, материалы и еще и планировка, и проект, все, короче, ссылка будет внизу в описании. Я сделаю пост в Телеграме со всей фигней, с картинками. Всем. Вот все будет там. Заходите, переходите. По ссылке. По ссылке в описании. Мне кажется, и это получилась такая вот квартира прикольная, с максимальным соотношением цена-качество. Она приятная, хорошая. Я надеюсь, наше видео и наши вот ссылки сэкономят вам очень много денег, сил, труда и времени. В общем, кайфуйте, забирайте. Пока-пока. Спасибо Алене, конечно, за то, что она не убила меня во время этой стройки, потому что я постоянно влезал.
Спасибо тебе, Алена, за то, что ты не убила меня сковородкой, пока я тебя перебивал все это видео. Да, спасибо тебе, что ты у меня есть. Ну и, наверное, самая крутая штука здесь вот прям вот, ну, вау-эффектная такая. Все люди заходят и говорят, это же натяжной потолок, блядь, в цвет стены. Я Наверно, Диме да. просто позвонил, говорю, мне нужен потолок в цвет стен. Он говорит, таких не бывает. Ну, и Дима поэтому говорит, если- давай просто покрасим. Я говорю, что можно прям натяжной потолок покрасить? Или Ну вот она как-то вместе никому с- в голову это не приходило экспериментировать, а нам пришлось. У меня прорабы приходили, говорят, краска легла так круто, что это лучше, чем гипсокартоновый потолок. Ну, Толстая. короче, вот этот потолок, блин, крашеный, натяжной потолок, это супер необычно и реально супер круто получается, поэтому все берите на заметку обязательно. Вот такую идею берите на заметку.